Всем привет, друзья! Меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера. В комментариях под нашими видео очень часто пишут: спасибо, что вы рассказываете всю правду о стройке, что показываете какие-то неудачи, провалы, какие-то ошибки. И я решил пойти дальше и пообщаться с нашими заказчиками, которые живут в наших интерьерах уже 3, 5, 10 лет, и спросить у них, о чем они пожалели после стройки. И показать вам ошибки, которые появляются, когда вы уже пожили несколько лет в готовом интерьере. Я хочу сказать огромное спасибо нашим заказчикам. Это реальные истории, реальный опыт, и я думаю, что он будет очень полезен всем тем, кто планирует делать дизайн-проект или начинает стройку. Корзина для белья в ванной. Некоторые предметы, которые не обсуждали во время дизайн-проекта, проявляют себя уже только во время жизни в квартире. Обычно это сушилка, робот-пылесос, туалет для кота, поилочка, гладильная доска, кофемашина, чайник и много всего другого. Заказчики пожаловались, что мы не продумали расположение корзины для белья в ванной, и в итоге оно у них стоит на самом видном месте. Тут можно сказать только одно: если вещь не спрятать, давайте делать на ней акцент, и можно подобрать просто красивую, такую, знаете, из какого-нибудь грубого джута корзину, и она будет у вас красивым акцентом. Вспомните и запишите предметы, которыми вы постоянно пользуетесь, и подумайте о их местоположении во время дизайн-проекта. Угловые двери в душевую кабину. Существует много вариантов расположения дверей для душевого ограждения. И, как показала практика, самые неудобные из них – это две двери на углу душевого ограждения. Заказчики жалуются, что когда вы их закрываете, то по ним постоянно течет вода, когда вы открываете. В общем, у вас постоянно лужа, и это супер неудобно. Тут, наверное, можно дать только один совет: не используйте вот это двойное открывание на углу, но душевое ограждение – это каждый раз какая-то отдельная история, и каждый раз к этому нужно подходить индивидуально. Не используйте угловые двери в душевой, если это возможно. Смеситель, уезжающий в борт ванной. Однажды мы переделывали квартиру, в которой уже живет заказчица, и на замерах она позвала меня в ванну и показала мне проблему. У нее из борта ванной душ выезжал. Знаете, когда вот в бортике сделано отверстие, и на таком мягком шланге выезжает душ. И вы там им пользуетесь, а потом он уезжает назад. Так вот, она сказала, что в какой-то момент, то есть все было нормально, все шло отлично, но в какой-то момент у него что-то засорилось или что-то сломалось, и пришлось пробраться вот в короб под ванной. И когда они его открыли, то увидели, что у него под ванной там уже целая жизнь зародилась из черной плесени. То есть просто как-то поменять и починить это было уже невозможно. То есть это нужно было просто все там обрабатывать, полностью ломать ванну, переделывать. Оказалось, что у него этот шланг немножко где-то там треснул, и туда немножко убегала вода. То есть это глазом было просто невозможно отследить. Но ситуация была очень критичная. С тех пор я никому не советую пользоваться вот этими шлангами, которые выезжают либо из смесителя, либо из борта ванной. Лучше, даже если они супернадежные, лучше ими не пользоваться. Внимательно выбирайте устройства, связанные с водой. Теплая лоджия и кондиционер. Один из наших заказчиков пожаловался, что в квартире они не стали утеплять балкон и не повесили кондиционер. В итоге они сейчас живут, они зимой вообще не выходят на балкон, а летом у них дикая жара, и они каждый раз вспоминают о том, что не сделали кондиционер. К счастью, мы сейчас уже делаем им новую квартиру, там мы уже учли все эти недостатки, но прошу обратить внимание, что кондиционер не всегда и везде можно сделать, а утеплить балкон тоже не всегда возможно. И обязательно всегда делайте это на законном основании. Любые перепланировки, присоединения, утепления, конечно же, нужно согласовывать с жилищными органами. Мы все живем в разных климатах, в разных городах, и кондиционеры или теплые балконы нужны не везде. И где-то наоборот нужен холодный балкон, чтобы выходить на него и радоваться теплому утру. Наверное, единственное исключение – это Дубай, где без кондиционера просто не обойтись. Там при выключении кондиционера на 2 дня у вас все, включая одежду, покрывается черной, зеленой, всевозможной плесенью любого цвета. Подумайте, нужен ли вам кондиционер и теплый балкон. И сделайте это на черновой стадии, но обязательно согласуйте. Потом сделать это будет уже очень сложно, практически невозможно. Недостаточный уклон труб канализации. Я часто слышу об этой проблеме, когда ванну или душевой подиум недостаточно высоко делают,
и вода просто не уходит. Бывает так, что она просто остается на дне ванны. Я реально сталкивался с такими проблемами. Тут может быть только один совет. Если вы не доверяете вашему сантехнику, то найдите того, кто реально это умеет. Ну или найдите того, кто будет следить за вашим сантехником и проверит все уклоны и перепады. В противном случае, когда ремонт уже закончен, переделывать инженерию – это просто ад. Вам придется сломать всю вашу ванну, все стены и делать все заново. Обратите на это особое внимание. Не гонитесь за низкой ванной или душевым подиумом, пренебрегая инженерией. Открывание дверей. За открыванием дверей нужно очень внимательно следить, иначе могут появиться очень глупые, очень грубые ошибки, которые постоянно будут вас раздражать. Такие ошибки очень часто незаметны сразу и могут всплыть только уже во время жизни в квартире. Это касается как межкомнатных дверей, так и дверей на мебели. Первый момент – это выключатель или розетка за дверью. Если дверь постоянно открыта, то вы просто не сможете пользоваться розеткой, которая находится за ней. Еще один момент, например, у меня дома выключатель находится на одной оси с ручкой двери. И когда дверь резко открывается, она включает свет, и у меня несколько раз такое было, что я иду домой, иду по двору, смотрю в окно, а там горит свет. Но я знаю, что никого, кроме моего кота, там нет. И я думаю, блин, меня грабят, что происходит? Я поднимаюсь наверх, все, дома никого нет. Оказывается, что дверь открылась и просто ударила по выключателю. И мой кот сидит, улыбается и ждет меня, типа, вот я тебя разыграл, вот так вот. Постарайтесь, чтобы за дверью ничего не оказалось, ни розеток, ни выключателей. Бывает так, что шкафчик расположен рядом со стенкой, и когда мы его открываем, мы не можем выдвинуть внутренний ящик. Я очень много раз видел такой косяк, и, конечно же, это скорее косяк не дизайнера, а мебельщика, который делает проект уже по реальным размерам, который рассчитывает все открывания, и ящик не то что упирается в дверцу, он выдвигается, упирается в радиатор, он может упереться в подоконник. В общем, за этими вещами надо очень аккуратно следить. И еще один момент, когда у нас кухня либо шкаф подходит вплотную к стене, она как бы не в нише, а именно стена продолжается за кухней, и дверца точно так же не может открыться. Очень часто этот момент происходит с холодильником. Знаете, что холодильники всегда чаще всего стоят у стены, и вот это открывание дверцы холодильника нужно очень внимательно проследить. Иначе у вас могут быть проблемы, когда холодильник уже привезут и кухня будет собрана. Ну и самая глупая ситуация, когда у вас ручка двери и выключатель находятся с разных сторон проема. Вот я один раз жил в такой квартире, где было так, и это каждый раз меня бесило. Но это базовая ошибка, но все равно они встречаются. Я не знаю, как до этого доходит. Возможно, если в процессе дизайн-проекта что-то поменялось, открывание поменялось, а розетку забыли поменять. Ну вот и все, и с этим уже ничего не сделать. Заново штробить стены, переделывать, скорее всего, вы не будете. Но вы будете каждый раз мучиться, поэтому очень внимательно смотрите на все эти ошибки. В общем, все эти вопросы, конечно же, нужно решать на стадии дизайн-проекта, либо на стадии проектирования мебели. Если вся мебель уже собрана на квартире, двери установлены, тогда уже что-то решать будет очень нервно, долго и дорого. И, конечно же, нужно будет понять, кто накосячил, чей это косяк, как это все исправить. В общем, постарайтесь все эти ошибки исправлять еще на бумаге. Обратите особое внимание на открывание мебельных и межкомнатных дверей и на всю электронику и мебель, которая находится рядом с ними. Наливной пол. Это история одного из моих давних проектов. Заказчик попросил ему сделать в квартире белый глянцевый наливной пол. Я видел такое решение в одном из модных интерьерных журналов, и я с радостью согласился его воплотить в квартире у моего заказчика. Но когда мы приступили к реализации, начались проблемы. Во-первых, пол очень плохо ложился, у нас постоянно возникали какие-то вмятины, его переделывали несколько раз. Но это еще ерунда. В процессе эксплуатации от любого касания, при входе обувью, либо когда вы что-то двигали, на полу оставлялись темные полоски, их невозможно было ничем оттереть. А в зоне встроенных в пол конвекторов он вообще пожелтел. Это было очень странно, то есть кусок пола был реально желтым, и это было никак не исправить. Заказчик сказал, что сейчас, не раздумывая, поменял бы наливной пол на белый глянцевый керамогранит. Желательно, чтобы это был крупный формат. И картинка получилась бы точно такая же при совершенно других свойствах. Какое же было мое удивление, когда спустя несколько лет я был в Италии в профтуре для дизайнеров, и там познакомился с автором того интерьера из журнала, представляете? И она сказала мне, что этот пол был красивым только первую неделю, когда его фотографировали. И через месяц он точно так же весь пожелтел и промялся.
Вот так верь глянцевым дорогим журналам. То же самое сказал один мой знакомый строитель, который делал теплые полы для ресторанов. Через какое-то время он просто перестал предлагать свои услуги, потому что каждый раз у него были проблемы. Каждый раз пол проминался, каждый раз можно было не попасть в цвет. В общем, каждый раз это было для него сюрпризами, и он устал себе в убыток работать, он просто перестал делать наливные полы. В общем, если у вас коммерческое помещение, вы торопитесь, вас не очень волнует внешний вид, то, конечно же, используйте наливной пол. Но для жилого интерьера наливной пол использовать я, конечно же, не советую. Капитальные конструкции. Я, конечно же, не говорю о сносе капитальных стен или возведении новых капитальных стен. Я говорю о каких-то дизайнерских капитальных конструкциях. Например, в одной квартире мы делали подиум с кроватью, чтобы можно было спать вот в одной линии с подоконником, чтобы у вас прямо кровать заканчивалась небом. И как раз на днях мы обсуждали это с заказчицей, что в принципе она была уверена на 100% в том, что это решение ей подходит. Но если бы ей вдруг что-то не понравилось, то переделать это было бы очень крайне сложно. Пришлось бы полностью разрушать комнату, делать все заново. Точно такая же история, когда заказчики хотят сделать какой-то там замок принцессы, который прослужит максимум там год-два для ребенка, и потом, чтобы его снести, вам придется полностью всю детскую разрушить. Или какие-то дизайнерские изыски, когда вы делаете дизайн за счет формы стен. Знаете, все эти красивые рисунки с гипсокартона, какие-то бабочки на потолке. В общем, все капитальные конструкции лучше делать только если вы на 100% в этом уверены. Непрактичная краска. Одни заказчики пожаловались мне, что у них очень маркие белые стены. И прямо сказали, что вопрос даже не в белом цвете стены, а вопрос именно в краске, что она была недорогая, они сэкономили на краске, и каждое касание, вот все было на них видно, но при этом отмыть это было невозможно. В общем, чем это закончилось? Они просто закатали все стены декоративной штукатуркой, и проблемы просто исчезли. Такая же проблема возникла на одном объекте с черной стеной. Любое касание, вот вы слегка задели стену, и сразу же остается светлая полоска. Причем отмыть это было уже невозможно, появлялось какое-то белое такое мыльное пятно. И тут все дело было именно в матовой краске, которую невозможно было отмыть. Еще один момент: на откосе скрытой двери, если коснуться уголка, то появлялись сколы, а под ними белая грунтовка. И отделаться от этого было просто невозможно. В общем, темные стены, либо светлые стены – это очень такой маркий момент, и к нему нужно подходить очень деликатно. Главным ответом на этот вопрос является, конечно, правильный выбор краски. Она должна быть полуглянцевая или даже глянцевая, она должна легко мыться. Ну и на самом деле я бы посоветовал вам обсудить это с вашим маляром, потому что ему впоследствии отвечать за эту стену и делать какой-то ремонт, если, конечно, у вас нормальный маляр и он несет гарантию за ваш ремонт. Используйте практичную, моющуюся краску. Натуральные материалы. Один из главных принципов моего любимого стиля теплый минимализм или джапанди – отказ от любых дешевых искусственных материалов, таких как глянцевый пластик, какие-то дешевые стекляшки, и замена их на натуральные материалы. Но когда вы используете натуральные материалы, нужно быть очень аккуратным и знать их свойства. Я много слышал от заказчиков о том, как они, вопреки всем предупреждениям, использовали на кухне белый мрамор. Ну или даже специальный оникс с подсветкой, потому что это очень красиво. В итоге они недостаточно аккуратно использовали этот камень, и он превратился во что-то ужасное. Когда в отделке используется натуральная латунь или медь, заказчики до последнего не верят в том, что металлы могут окислиться. Латунь может почернеть, медь может позеленеть. Дерево очень теплый и приятный материал, но не надо забывать, что он еще и мягкий. Если хозяйка пришла домой на тонких или острых каблуках, то на нем обязательно останутся вмятины. Точно такая же история с дорогими вещами. Очень многие думают, что если они пришли в бутик и купили какую-то вещь за очень большое количество денег, то эта вещь будет служить им бесконечно. Но это не так. К такой вещи, наоборот, надо относиться более деликатно. Носить меньше и только там, где это нужно. И очень аккуратно за ней ухаживать. Тогда она будет радовать вас и прослужит вам долго. Вот с натуральными материалами точно такая же история. В общем, если хотите вообще не париться, просто положить материал и забыть о нем, то используйте искусственные аналоги. Но, к сожалению, это будет уже совсем другой интерьер другого уровня. Используйте натуральные материалы с умом. Не хватает одной комнаты.
Сколько я работаю, столько существует эта проблема. Если заказчики купили двухкомнатную квартиру, им обязательно не хватит третьей. Даже если у них 10-комнатная квартира, им не будет хватать 11-й. У нас на канале есть отдельное видео о том, как выбрать квартиру. Обязательно посмотрите по ссылочке, я думаю, что вам всем это будет полезно. Так вот, если вам не хватило одной комнаты, то, скорее всего, одна из них будет иметь двойное назначение. Это кухня-гостиная, либо кабинет-гостевая, либо детская, который превратится потом в две детские, такое тоже бывает. Ну и часто во время жизни в квартире заказчики жалеют о том, что создали комнату, которой они никак не пользуются. Это может быть спортзал или кинотеатр. Они очень часто выдают свое видение идеальной жизни в квартире за реальность. И потом просто не пользуются этой функцией. Да, фантазии о прекрасной жизни в будущей квартире – это очень классно, но постарайтесь немножко приземлиться и думать реальными категориями и функциями, которые вы реально будете использовать в своей квартире. Иначе впоследствии эта комната просто будет пустовать. У нас даже был забавный случай, когда спустя 10 лет жизни в таунхаусе заказчики попросили меня нарисовать заново, сделать как бы редизайн детской комнаты, потому что они сказали, что их ребенок постоянно тусуется на первом этаже в гостиной, ему просто неинтересно подниматься в свою детскую. В общем, мы повысили привлекательность детской, сделали там крутой дизайн, чтобы ребенку было интересно тусоваться именно у себя и не мешать отдыхать родителям. Если неправильно спланировать функцию помещения, то оно будет пустовать. Временная мебель. Не покупайте временную мебель, почти 100%, что вам потом будет очень сложно от нее избавиться. Я знаю постоянно эти фразы: я куплю временный диванчик, я немножко на нем посплю, потом уже накоплю денег и куплю сразу хорошую кровать. Пожалуйста, не надо, у вас этот диван останется с вами очень надолго, может быть, до следующей квартиры. Ролик о теплом минимализме именно об этом. То же самое касается и декора. Вот лучше несколько дорогих, классных, дорогих именно вам, не обязательно по цене вещей, чем груды каких-то временных безделушек, которые заполнят как хлам все ваши полки. Это касается, кстати, и магнитов. Пусть они и дороги вам из ваших поездок, но, пожалуйста, не надо. Да, картину, конечно, поменять легче, чем диван. Я считаю, например, что одиноко висящая грустная лампочка на проводе – это лучше, чем какая-то временная дешевая люстра, которая потом останется с вами до конца жизни в этой квартире. Я реально знаю случаи, когда все деньги ушли на основной ремонт, и хозяин квартиры жил там первые полгода на матрасе, на хорошем матрасе, который он потом поместил уже в свою дорогую прекрасную кровать. Но он не ставил что-то такое временное, ужасное, что потом даже топором, мне кажется, не разломаешь и не вынесешь из вашей квартиры. Используйте временную мебель только в самом крайнем случае. Экономия на материалах. Есть вещи, которые нужны сразу же во время ремонта, и экономить на них нельзя. Главная причина в том, что впоследствии заменить их просто невозможно. Это приклеенная на пол и стены плитка, это установленные двери и, конечно же, это инженерия. Инженерия должна быть очень качественной. Инженерия – это электрика и сантехника. На ней ни в коем случае нельзя экономить, и прежде всего из соображений безопасности, и просто удобства. Если вы купите дешевую сантехнику, дешевые розетки, вы никогда их уже не переделаете, а мучиться с ними будете очень долго. Каждый раз, заходя в квартиру, вы будете видеть эту плитку, на которой сэкономили, или какой-то другой материал, который уже не удалить, но вы решили немножко сэкономить, и каждый раз вы будете расстраиваться, если вас расстраивает эта эстетика или удобство. Если вам плевать, то, может быть, и дизайн вам не нужен, я не знаю. И есть еще один момент с экономией. Заказчики покупают дорогущую квартиру, даже могут вложиться в какие-то дорогие материалы, но потом сэкономят на строителях. И это прям боль, потому что любые дорогие материалы кривые руки строителей могут испортить. И это прям жутко. Не экономьте на тех материалах, которые потом будет не переделать. И, конечно же, на прямых руках строителей. Слишком много выключателей. Я часто слышу от заказчиков, и не устану это рассказывать вновь и вновь, что выключателей не должно быть очень много. Изначально все просят: я хочу много световых групп, я хочу разные сценарии, но по факту во время жизни все сводится к 2, максимум 3 сценариям. Больше световых групп уже просто начинает раздражать, когда ты стоишь вот так и ищешь выключатель, который тебе нужен, и перебираешь. Вот у меня было такое на съемке, у нас был большой дом, и чтобы включить конкретную лампу, я стоял, минуты 3, наверное, выбирал свет, который нам нужен. Конечно же, если вы постоянно живете в этом интерьере, со временем вы можете все запомнить, но, скорее всего, вы будете включать просто вот так одним движением.
Несколько заказчиков пожаловались мне на одну и ту же проблему. Их технический свет дублируется дизайнерским светом, то есть света слишком много, а функция одна и та же. Дизайнерский свет используется обычно именно для создания атмосферы. У него нет задачи сделать яркий ровный засвет, чтобы там делать уборку, чтобы все увидеть, там любую пылинку на полу. Для этого используется технический свет. С дизайнерским светом интерьер становится именно вашим, он становится уникальным. Поэтому если он дублирует технический свет, то, наверное, технический свет и не нужен. Но мое мнение, что лучше выбирать дизайнерский свет, который не будет ярко освещать ваши стены и пол, он должен еле-еле светить, желательно отраженным светом, и быть именно арт-объектом, быть фишкой вашего интерьера, а не источником яркого освещения. На самом деле свет — это очень такая сложная наука, у нас есть даже отдельное видео со специальным светоинженером, который подробно рассказывает нам о разных премудростях дизайнерского света. В общем, обязательно посмотрите это видео по ссылочке. В качестве дизайнерского света не используйте яркий светильник, который дублирует технический свет, иначе он просто теряет свой смысл. Мало розеток. Тут, в отличие от цветовых групп, все наоборот. Особенно для помещений, которые со временем планируют меняться. Например, детская комната. Ребенок будет расти, мебель будет менять свою локацию, меняться, и вам постоянно нужно будет новые места для розеток. И тут их лучше сделать заранее, иначе у вас вся комната будет опутана удлинителями. Запланируйте максимум розеток. Я помню, делал квартиру для друга, и мы обсуждали, что ему на каждом метре нужна розетка для зарядки телефона. То есть это все каждый балкон, каждая стена, каждый простенок, несколько розеток рядом с унитазом. У него просто было покрытие розетками всей квартиры, чтобы ни в коем случае нигде у него не кончилась батарейка на телефоне, и он не остался без телефона, даже в туалете. Еще одно разочарование – это модные USB-розетки или другие устройства, которые быстро теряют актуальность. Так устроен маркетинг. Создать что-то очень модное, чтобы вам захотелось это купить, вы это покупаете. После этого создается опять что-то новое модное, чтобы вы то выкинули и купили опять новое. И это может длиться бесконечно. Ну, такой принцип маркетинга. Причем сейчас с каждым годом вот это движение ускоряется. Все быстрее и быстрее, все быстрее и быстрее вы меняете ваши вещи. Посмотрите, что произошло с аналоговым умным домом, когда вам нужно было целую комнату отдать под сервер, когда нужно было провести везде провода. Сейчас, спустя 10 лет, это просто какой-то атовизм. Тогда это стоило безумные деньги, сейчас это все можно выкинуть и легко управлять вашим домом с помощью смартфона. У вас не будет никаких проблем, и стоить это будет совсем других денег. Много розеток не бывает, а новомодные девайсы используйте с умом. Неподходящие исполнители. Это то, о чем чаще всего жалеют. Есть 3 типа строителей. Первый – это мастер на все руки, такой, знаете, человек-оркестр. Он приезжает к вам на объект, очень часто он там ставит свою кровать, там надувной матрас и делает вам ремонт от начала и до конца. Чаще всего это не так дорого, но очень-очень долго. Второй вариант – это строительная компания, когда у вас все общение идет с одним человеком, а он уже контролирует своих подрядчиков. Это значительно дороже, но и быстрее, чем один человек швейцарский нож. Ну а самый бюджетный способ – это нанять на каждую работу отдельного специалиста. Также вы можете нанять самого крутого электрика, самого крутого плиточника. Но есть одна очень большая проблема. Вам нужен человек, который будет координировать этих специалистов. И чаще всего этим человеком становитесь вы. И это просто головная боль, особенно если вы не знакомы со всеми строительными процессами. Например, я себе делал именно так. Я нанял разных специалистов, но это вылилось очень большой головной болью. Я не строитель, во все вот самые тонкие строительные процессы я просто не могу физически вникать. И к тому же мне постоянно нужно координировать действия разных подрядчиков. Они, знаете, как тараканы разбегаются. То есть там берешь маляра, он куда-то убегает, тут же плиточник, приехал электрик, вот так их нужно постоянно всех собирать. Но те деньги, которые я сэкономил за счет того, что всем платил отдельно, в принципе, они компенсировали мне все затраты на какие-то переделки, потому что все переделки, скорее всего, лягут именно на вас, а не на руководителя строительной фирмы. Это вот как раз все и компенсирует. Ну и, конечно же, это очень большая головная боль для меня, но надеюсь, что все хорошо закончится. Выберите подходящий именно вам вариант исполнителей строительных работ. Ну и мне кажется, в стройке, наверное, самое важное – это все-таки сарафан и приехать посмотреть результат труда строителей. Потому что вот когда вы на объекте, который делали строители, это снимает все вопросы. Ремонт не по дизайн-проекту.
Однажды я делал дизайн-проект друзьям, и когда после ремонта я пришел к ним в гости, а я не делал там никакого авторского надзора, ничего, то есть я просто делал проект, я прихожу в гости, и они говорят: Сань, пойдем, я вот покажу тебе твой косяк. Мы приходим в спальню, он говорит: смотри, у меня лампа включается отсюда не включается, а здесь ты сделал как-то странно. Я говорю: да я не могу так сделать. Ты чего, я же дизайнер, не первый год работаю, я не могу так сделать. Он говорит: нет, вот делали по твоему дизайн-проекту. После этого я нашел дизайн-проект в телефоне, нашел лист с электрикой, показал ему, что у меня все вообще по-другому, и это косяк электрика. То есть он сделал не по дизайн-проекту, а вообще непонятно как и почему. Это одна из главных причин, для чего нужен дизайн-проект. Чтобы заранее все спланировать, и потом, если что-то не так, то можно было легко разобраться, кто накосячил и почему произошла замена. У меня даже пару раз дизайн-проект заказывали строители. Они платили сами за дизайн-проект, потому что это экономило их время и нервы, потому что все работы были указаны в дизайн-проекте, и любые переделки уже шли за счет заказчика. То есть невозможно было подсунуть что-то: я же вам говорил, что я хотел там розетку. Невозможно, все зафиксировано, и мы сделали четко, как вы сказали. Дальше уже все отношения идут как доп. Работы. Я знаю, что те, кто уже делал ремонт по дизайн-проекту, никогда не будут делать проект без него. Это просто доказано опытом. Делать ремонт без дизайн-проекта в наше время как-то странно. А о чем после ремонта жалели вы? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я все это посмотрю, и, может быть, мы вообще снимем отдельный выпуск с разбором именно ваших косяков, что у вас пошло не так, и о чем вы пожалели, когда уже жили в квартире после ремонта. Если видео было интересным, полезным, то не пожалейте для него лайка. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Смотрите видео, которые уже есть на канале. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Я все укажу под видео. Там будет очень много всего интересного для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.